Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговаривать о близнецовых пламенах и попытаемся понять, а в чем смысл встречи? Вот зачем люди встречаются в таких отношениях? Просто страдать? Вот когда годами что-то не складывается, отношения не выстраиваются, но действительно появляется нормальный, закономерный вопрос. Зачем? Для чего эта встреча была дана и в чем ее смысл? Жизнь подарила им шанс встретиться, дала им возможность построить отношения. А люди этот шанс не воспринимают всерьез. Зачастую они просто-напросто отпускают друг друга. Ну, в силу каких-то обстоятельств, в силу своих собственных принципов, ну, просто, может быть, иногда желаний. А зачастую они вообще не понимают, что это за отношения. Им кажется, ну ладно, у нас не сложилось. Ну, встречу другую, встречу другого. Подумаешь, не сошлись характерами или еще что-то. А ситуация, она продолжает работать, как некий механизм, она не останавливается. По сути, они попадают в лабиринт. Лабиринт, который их затягивает на годы. С каждым годом чувство становится все ярче, все мощнее. И любовь, она не угасает. Вот в таких отношениях она не уходит, она остается, она фонит. Она как музыка какая-то может играть у вас в голове. Вы чувствуете присутствие человека в своей жизни, хотя он может вообще и не находиться даже рядом, близко, а там за 1000 километров от вас, и вы его все равно будете ощущать в себе, внутри себя. Но сказать, что вы встретились для того, чтобы просто страдать, нет. Вы встретились, чтобы эти отношения построить, чтобы быть вместе, обрести гармонию, пересмотреть свою жизнь, перезагрузить себя. Потому что те, кому повезло, посчастливилось встретить свою половинку, свое близнецовое пламя, они уже никогда не будут прежними. Они не станут теми, кем они были до встречи. И если они уже были отчасти просветленными людьми, а в большинстве случаев такая встреча дается только высокодуховным людям, и когда они еще и спустя несколько лет бесконечных страданий, терзаний, душевной боли начинают осознавать себя, свое положение в этом мире, свое место, свою роль и свои задачи, да, в будущем, что от них жизнь требует, они становятся еще более светлыми, еще более духовными, еще более добрыми, великодушными, справедливыми. Но это не ради страданий вы встретились. Вы встретились, чтобы нести в этот мир счастье, гармонию, на своем примере показать, каково это быть счастливой, идеальной парой. Многие из вас задают один и тот же вопрос. Вот почему, если судьба подарила двум людям такую встречу, почему отношения складываются медленно, почему они развиваются так сложно? Зачем вообще столько боли, страданий, недопонимания и время? Главное – потеря времени. Вот зачем это время, оно уходит? Почему люди сразу, вот они познакомились, допустим, ну и там в течение года бы обрели гармонию, единство, были бы вместе, стали бы счастливой парой. Почему у них не складывается? А потому что, во-первых, люди не ищут такой встречи, они не ставят себе такой задачи. Если и есть задача, то она как бы не такая глобальная, там нету понимания, нет осознанности на момент контакта со своей половинкой, что вот это моя судьба. Да? То есть ощущение единства, но у всех по-разному происходит. В основном включается у одного из партнеров видение, узнавание, а потом уже второй как бы немножечко догоняет, да, со временем. Но опять-таки мы же все люди, мы на земле, то есть у нас в первую очередь срабатывают какие-то наши инстинкты, наши обязательства, наши принципы. Мы живем в обществе. И зачастую мы страдаем не потому, что мы встретили свою половинку, а потому, что мы не представляем,
как сложатся эти отношения, да, то есть всегда какие-то есть препятствия. У кого-то это собственные установки, когда человек говорит: нет, я сейчас не могу создать семью, да, я ее полюбил, она классная девчонка, я знаю, что когда-то мы с ней будем вместе, если это судьба, а пока я буду продолжать учиться, да, я буду строить свою карьеру, мне надо стать успешным человеком и так далее. Да? То есть вот сам человек себя ограничивает. И не забываем, что встреча близнецового пламени, она не обязательная какая-то программа. Вам не говорят, что вот все, это все должно сложиться мгновенно. Нет, вам дается выбор. Вам дается выбор в чем? В том, когда вы придете в эти отношения. Вот вас познакомили, все, что судьба сделала, она вас познакомила. А дальше вы уже вольны сами эти отношения выстраивать. И кроме того, я уже как-то говорила о том, что есть еще и та самая земная карма, да, когда вы кому-то должны, и вы в эти ситуации обязательно попадете. А вот то, что происходит с близнецовым партнером, это какая-то исключительная история, это как некая аномалия. Но то, что это феномен само по себе, уже трудно даже это как-то и оспорить, потому что любовь в таких отношениях, она вообще не уходит, а только усиливается с годами. И она человека как бы и выдергивает из его вот этой кармической земной истории, когда он там где-то либо в каких-то отношениях находится, и вот он думает, надо ему выходить из этих отношений, не надо, как ему себя вести. И тут ему в помощь только время. Да? То есть, допустим, если в начале знакомства такие люди, они друг друга не принимают, они отвечают друг другу взаимностью, но они как бы условно договариваются. Может быть, даже негласное это соглашение, когда они понимают, что вот сейчас не получится. Может быть, когда-то там, когда-то, через энное количество лет. И в основном так оно и происходит, когда каждый из партнеров какую-то внутреннюю работу свою проводит, анализирует свои действия, свои поступки, пытается жить с этим, да, то есть вот эту любовь вписать в свою земную карму, да, допустим, живет человек, у него семья, у него есть дети, у него, в принципе, неплохой брак, и встречает он свое близнецовое пламя. Ну, что он будет делать? Да, он встречает человека, которого он там 1000 лет знает, а может быть 10 000 лет знает. И каково ему? Вот надо с этим жить. Все задают один и тот же вопрос: а зачем мне вообще эта встреча? Для чего она нужна? Что она мне дает? У меня вот есть уже семья. Да, я по-своему счастлив, я тут как-то, все равно люблю. А тут такие отношения, мега-отношения, они, конечно, начинают человека, да, как бы проверять его, испытывать на прочность. А сможет он удержаться? Ну что, вы сейчас скажете, да, наверное, это искушение. Ну, поверьте, искушение, оно в основном держится на чем? На каких-то наших плотских желаниях, да, в основном на сексуальности, на притяжении, физическом влечении. А это что-то более такое долгосрочное, да, это чувство, которое еще и усиливается, оно как бы набирает свою прочность, и становится все мощнее, сильнее, оно разгорается. И те, кто люди столкнулся с этим, они все могут подтвердить, что любовь, она не уходит, не иссякает. Можно жить с кем угодно, можно находиться в какой-то кармической другой истории, с иным партнером, но продолжать любить этого человека, свое близнецовое пламя. И опять-таки сложилось мнение у большинства людей, что близнецовые пламена никогда друг к другу не приходят. Но поверьте, не у каждого человека вообще такая встреча возможна. И мы не выбираем. Это же энергетический тип взаимодействия. Вот есть там родственные отношения, кармические родственные, есть земные, а это какой-то высокий уровень. Назовем так, для продвинутых, в кавычках. И не каждому он дается, и мы не выбираем, попадем мы в такие отношения или не попадем. Но если вы попали, это уже все, это как быть избранным. То есть вам дает жизнь задачу, она ее ставит перед вами, она как бы говорит: освободись от условностей, будь честным самим собой, найди компромисс между своей
земной жизнью и вот тем, что дает абсолют. Потому что такие отношения точно, они как бы даны свыше. Если вы знаете, что ваши обязательства вас очень крепко держат, и вы не можете избежать той самой кармической нагрузки. Ну вот есть у вас отношения, есть маленькие дети, а вам зачем-то судьба подарила встречу с близнецовым партнером. Параллельная история. Конечно, вы не будете любовниками, вы не будете изменять, вы будете сохранять свою семью. Что вы будете делать? Вы будете воспитывать своих детей. Но как вы в это время будете жить, это уже отдельный вопрос. Вот как настроиться, да, на то, чтобы, ну, просто вот пережить это все. Потому что в большинстве случаев у людей возникает такой кризис, психологический кризис, депрессия, просто путаница в мыслях, когда задаются одни и те же вопросы. Человек и самого себя спрашивает, и обращается к разным специалистам, к астрологам, психологам, психотерапевтам, да кому бы то ни было. И что он слышит? Он слышит абсолютно разные версии. Кто-то говорит, да забудьте вы, найдите кого-то еще себе. Кто-то говорит, разойдитесь, допустим, с супругом, ну вот женщина, если любит, у нее маленькие дети. Вот у меня уже были такие ситуации с БП. Но опять-таки хочу прокомментировать еще раз для тех, кто уверен, что близнецовая встреча дается только людям несвободным. Это неправда. Но когда человек действительно не свободен, он в каких-то состоит отношениях и встречает свою половинку, вот тогда, да, это очень-очень сложная ситуация, в которой человеку надо пока принять все как есть. Но да, дали ему эту встречу. Но это не означает, что он должен вот все бросить, всем пожертвовать, все поставить на кон ради этих отношений. Да вы знаете, если он даже это сделает, вот эта женщина, допустим, сделает это, оставит своих детей, там, своего супруга, да как бы она ни поступила, она все равно не сможет остаться со своим близнецовым партнером. Почему? Потому что он ее сам не примет. Еще раз говорю, такие отношения, они даются людям высокодуховным. У них есть свои принципы. Они никогда не будут кому-то причинять боль, зло. Они не живут так, что вот я хочу и все. Нет этого. Там нету желания быть просто, допустим, любовником или любовницей. Они не манипулируют другими людьми. Поэтому, если дается такая встреча, то надо ее принять, не пытаться от человека отталкиваться, да. Ну, уходит он, у него свой кризис, да, ну, ушел, отпустить его. То есть не копите обиду, то есть не копите вот этот негатив внутренний, но понимать, что когда-то, если вы уже встретились, значит, когда-то вы все равно придете друг к другу, рано или поздно. Даже если вы будете в глубокой старости находиться, и вы там снова друг друга притянете. Потому что такие отношения никогда не заканчиваются, они никогда не завершаются, в них нет точки. Может завершиться что угодно, какая-то другая история. Как одна женщина успела и один раз замуж вышла, и второй раз замуж вышла, и все не складывалось. Почему? А потому что она когда-то давно встретила свое близнецовое пламя и пыталась забыть. То есть человек не понимал, с чем столкнулся. Ей казалось, ну вот сейчас вот с этим я найду свое счастье, а может быть вот с этим. И ничего не складывалось. И как бы оно могло сложиться, если продолжаешь жить тем, да, то есть это не то, что там где-то заблудиться в прошлом, вот этот незакрытый гештальт. Нет, это ситуация, которая актуальна и на текущий день. И если это осознаешь, просто принимаешь это и с этим живешь. Да, с присутствием человека в тебе, да, в твоих мыслях, в твоем сердце. И желаешь ему только хорошего. То есть вот прорабатывается безусловная любовь. И когда учишься по-настоящему любить, то уже и нет желания обладать, нет желания что-то человеку навязывать, нет никакой борьбы, потому что за годы вот близнецового пламена они друг друга уже не обижают, они не наказывают, у них нет уже потом вот этого
какого-то желания бегать друг от друга. Нет, они уже, во-первых, они за годы устают настолько, что там нет ни малейшего намерения, желания причинить друг другу боль. Но все это проработка. И все-таки вот, подводя итог, смысл встречи такой заключается в том, чтобы вы обрели единство в гармонии друг с другом. Что это не две половинки одной души, а это, можно сказать, две души, две энергии встретились, и они так сильно друг друга любят, что вот это вот тот принцип инь-янь, да, они счастливы, они дополняют друг друга. А когда они врозь, ну, конечно, с кем бы они ни были, они будут все время стремиться вот к своему партнеру, к своей половинке. Если у вас есть ко мне вопросы, если есть свое мнение, желание высказать его, пишите под этим видео. С вами была Таяна. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго.